Добрый вечер всем любителям электроспорта. Что ты такое говоришь, Андрей, подумаете вы, ведь обычно ты говоришь всем любителям электротранспорта, но сегодня мы поговорим именно о спорте, потому что сегодня второй выпуск нашей битвы электроскутеров от компании Skyboard. Да, первая битва уже состоялась, полное видео вы можете посмотреть на этом канале электроскутеры Skyboard, а сейчас вот вам, пожалуйста, подборка хайлайтов. О, парни, стоп, все! И как вы уже поняли, наш победитель предыдущей битвы, а именно BR40 Trike, сегодня сразится с новым, мощным и действительно достойным соперником. Во-первых, у соперника будет точно такой же класс, а именно трехколесный транспорт. Во-вторых, этот соперник не лыком шит и немножко помощнее, но об этом чуть-чуть попозже. И в-третьих, наш BR40 тоже просто так не отдыхал, а поднабрался места и готов к этому испытанию как никогда. Ну а сейчас время представить наших бойцов. Итак, поприветствуем бойцов. Первый участник нашей битвы уже легендарный BR40 Trike. Классическая трехколесная модель с 3000-ваттным мотором, аккумулятором на 20 ампер-часов и регулируемой подвеской. В прошлой битве он просто вынес BR20 со счетом 3-0. Но готов ли он к более серьезному сопернику? Не слишком ли рано он водрузил на свой руль лавры чемпиона? Не буксанет ли на ровном месте? Битва покажет! Пока BR Trike праздновал победу, к нам в промоушен буквально с ударом ноги, с ударом колеса ворвался новый, эксклюзивный боец BR60 Trike. «Я смотрю, ты герой двухколесных, а со мной выйдешь», — сказал он. Самоуверенно? Не думаю, ведь усиленный 3000-ный мотор с обновленной батареей на 72 вольта — это повод не только не бояться соперника, хоть и опытного. Это очень серьезная заявка на чемпионство. Ну и по традиции битва взглядов. Ребята очень агрессивно настроены, мы это видим. Пожалуйста, парни, без всяких, вот как в прошлый раз, хорошо? Молодцы, разошлись по углам. Давайте пройдемся по правилам. Мы увеличили число раундов на 1 и сейчас их 4. То есть задача каждого из байков перетянуть своего оппонента через вот эту линию. А за справедливостью соревнований будет следить судья мистер Бутылочка чая, судья международной категории китайский IST. Китайский IST сделает тебя еще более жаждущим. Время экипироваться. Экипировка у нас легендарная, как всегда. Те самые волшебные веревочки. Ну куда ты Ты что, испугался? Давай, не надо. Экипировка. Те самые легендарные веревки. С помощью них мы тянули Мерседес. С помощью них мы тянули сломанный скутер. С помощью них мы выясняли, кто же сильнее. BR40 Trike или BR20. И сегодня мы выясним с помощью этих же веревочек, кто сильнее. BR60 или BR40 Trike. Что ж, пора приодеться. За нашими спинами сегодняшние участники, они уже готовы. Вот это чемпион прошлой битвы BR40 Trike. А это, возможно, будущий чемпион битвы. Это BR60. Так, ну давай прикинем шансы, как ты думаешь? Во-первых, вон тот парень уже опытный, но я думаю, что опыт здесь как раз таки не решает. Думаю, что здесь решит чисто сила. Напоминаю, что это новая модель усиленная. У нее стоит усиленный мотор и батарейка на 72 вольта. Это дает прирост в максимальной скорости, как вы это видели из обзора на этот байк, да, в предыдущем видео. Но как ты думаешь, даст ли это именно вот эту тяговую мощность, чтобы сдвинуть более тяжелого оппонента, например? Мощность, конечно, больше, но, как я так понимаю, и колеса больше, правильно? Диаметр колес, да, здесь, кстати, колеса 12, здесь больше, 10. Мощность больше, соответственно, мне кажется, что сцепление лучше будет за счет этого всего, и, к сожалению, придется проиграть нашему прошлому чемпиону.
Но сегодня мы еще одно нововведение сделаем. Мы будем меняться байками. Да, мы читаем комментарии. Сегодня 2 попытки я сделаю на одном байке, 2 попытки Евгений сделает на другом. Потом мы поменяемся и посмотрим, что из этого Поэтому все честно, предвзятости не будет никаких. Мы просто... объективно будем бить морды друг другу. Вот так. Так, ну скажи, давай расскажем нашим зрителям. Я, как и участник, как и ведущий этого боя, хочу задать пару вопросов нашему участнику Евгению. Есть ли у тебя какая-то тактика, будешь ли ты ее придерживаться? Я думаю, да, у меня есть какая-то тактика, и я ее буду придерживаться. Спасибо. Так, ну мы в принципе готовы. Проверяем нашего судью. Судья готов? Судья точно на линии, он знает, что он делает. Красавчик. Так, камера готова. Еще одна. И все на месте. Готово. Ну что, удачки. Погнали. Так, я Предварительно, начинаю на модели BR40. Ключ включен. предварительно проверяем фронт. Фронт. Давай слегка натянемся. Так, И на счет 3. давай. У меня BR60. У меня BR40 трайк. Погнали. Раз, два, три. 3. Ну, чуть-чуть. Подожди. Ху-ху! Это Вот было да! Эпичная битва, ребятки, эпическая битва, Это- эпично. Что было у тебя? Расскажи, что произошло Я у тебя. просто закапывался там. Я копал себе Яму, могилу. Я расскажу, как я действовал. Я понимал, что у меня мощность заведомо меньше, поэтому я пытался дать тебе закопаться. А я на тормоза не жал, кстати, на тормоза не жмем, хорошо? Вот, я на тормоза не жал, я просто ждал, пока ты закопаешься, отпускал и заново газовал. Но фишка в том, что когда, допустим, он катится назад, если он довольно быстро катится назад, ты вперед не газанешь. Это такая своеобразная предохранительная система, чтобы колесо не сгорело, чтобы мотор не сгорел, точнее. Здесь мотор, а не мотор-колесо. Но мне просто не хватало мощности тебя двинуть, но ты в то же время буксовал, поэтому если бы не было такой скользкой дорогой, ты бы просто меня укатил, мне кажется. Все верно, мне добавить нечего, кроме того, что я понял, что я копал. Я копал тебе могилу. И ты ее выкопал. Ладно, мы решили для второго раунда не меняться, так все и оставим. Мы немножко привыкли к нашим байкам, и сейчас уже на опыте Вторая битву попытка. попробуем устроить еще более интересную. Так, ну, что? Я что понял, я ехал немножко наискось, надо прямо все-таки. О, Мощность убирается, как ни крути, а я очень наискось ехал. А Вот ты- там видно было. а ты мне подал идею. Ну ладно. Давай. Раз, два, 2, 3. Он просто орет. Он без мотора на бензине, но орет как бензиновый. О, все. Стоп. Так, знаешь, что теперь я точно могу сказать? Ему абсолютно точно не хватает мощности, чтобы перетянуть этот байк. Объясню почему. Ему не хватает мощности с такой нагрузкой, которую даешь ему ты, когда ты тянешь. Ему не хватает мощности просто провернуть, еще и в ямках, просто провернуть свое колесо, поэтому в основном буксовал ты, потому что он у тебя просто работал и работал. А мне не хватило мощности даже сработать. Хотя мы помним, что он тянул Мерседес. Но я хочу сказать такую вещь. Я чувствую, что периодически он сбрасывает мощность. Потому что когда он упирается, можно сказать, в стену и дальше некуда, он, видимо, система автоматически работает, он сбрасывает, чтобы не перегреться, не сгореть и так далее. Вот о чем я и говорил. То есть у меня этот момент наступает раньше только из-за недостатка мощности, я считаю. Ну, Теперь меняемся. Теперь мы меняемся байками. раунд третий. Раунд третий. Но пока что 2-0 в пользу BR60. Посмотрим, может быть, что-то изменится. Тем не менее, тяжеловато. Мы потом посмотрим, что они здесь сотворили вообще. Да, это мы уже видим, что здесь, думаю, наш вертолет это видит. Вот. Галина,
Как слышишь? Так, ну все. Погнали. Всё, поехали. Я сажусь за BR40. Я сел уже на BR60. Натянемся. Да. Мистер китайский чаечек, ты готов? Раз. 2, 3. Стоп. Опачки! А я сейчас тактику интересную применил. Я думаю, на камере все было видно. Но я тебе не расскажу. Ну и заключительный, 4-й раунд в левом углу ринга. BR60 Трайк. И в правом углу ринга BR40. Пошумим! Это не то шоу. Ладно, погнали. Раз, 2, 3. Я не сдамся. Нет, я не сдамся. BR-очка 40. Давай. Вообще, это реально была битва. Это была просто заруба. Вы посмотрите, что здесь. Мы перекопали всю дорогу, и я думаю, что это, в принципе, как-то и повлияло на победу. Не сильно, но процентов на 20, потому что чем больше ямы, тем сложнее из них выкапываться. Но, соответственно, если мощность достаточная, он выкопается. Как сделал этот байк, он выкопался, он перетянул, но битва была славная. Я даже скажу, что этому байку было тяжелее тянуть BR40, чем BR40 тянуть BR20, правильно? Я думаю, то есть да. заруба между ними была намного ровнее, чем между BR20 и BR40. Я подчеркиваю, что как бы нет разницы, какой водитель там сидит. Да, мы это Итог. доказали. Итог один. BR60 берет верх сегодня. И BR60 проходит дальше в нашем турнире. Я даже не знаю, сможем ли мы найти ему конкурента. Допустим, BR4000 Fast, но за счет двух колес, мне кажется, он все равно выиграет. Потому что именно мощность на ускорение, вот это вот, она здесь сильно не повлияет. Здесь именно сцепление, кое-какая тактика и, ну и плюс мощность, да. Солнце зашло, и наши бои на сегодня окончены. 4-0 это счет. 4-0 победу одержал BR60 Trike. Новая модель. Кстати, эти новые модельки уже сейчас едут в Россию. Поэтому, ребят, приглядывайтесь повнимательнее. Я говорю, что это просто пушка. Илон Маск недавно отправил экипаж на МКС при помощи своего корабля, Crew Dragon он называется, но у него не было там 3 батареек, у него не было 3000-ваттного мотора там, у него не было усиленных амортизаторов, поэтому мы лучше, чем Илон Маск и весь SpaceX. Мы поменялись местами, чтобы проверить, может быть, наши тактики, техники какие-то сработали. Вот в 3-м раунде я отсел назад, когда начал байковать. Когда начал байк буксовать в 3-м раунде, будучи на BR60, я отсел немножко назад, увеличил центр тяжести сзади, колеса продавились, и он немножко быстрее дернул BR40. Но то же самое попробовали сделать с BR40 против BR60, это не сработало, то есть здесь чисто была мощь, поэтому мы можем сказать, что BR60 объективно мощнее, чем BR40. Но в чем же разница? Да, разница в том, что BR40 это более доступная модель для всех вас. Кстати, все модели, всю линейку вы можете посмотреть на сайте skyboard.store. Обзоры на эти модели смотрите на нашем канале электроскутеры Skyboard. Вы посмотрели картинки, вы посмотрели видео и решили приобрести один байк для себя. Для этого мы покажем вам список городов присутствия. Вы просто находите магазин именно в вашем городе, звоните, записывайтесь на тест-драйв, на консультацию, приезжаете, щупаете, смотрите, нюхаете и выбираете байк именно для себя, для своих задач и целей. Грамотные специалисты помогут вам это сделать. Ну а с вами, как всегда, были Андрей и Евгений. Впереди вас ждет много нового и интересного, а сейчас мы говорим до свидания!